Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Не устаю вас благодарить. Спасибо за поддержку моего YouTube-канала. Напоминаю, что у нас появился новый вид спонсорства — ответы на вопросы «Психоанализ онлайн». Он имеет название. И когда вы на него подписываетесь, то вы получаете возможность и смотреть эти ролики по вторникам, и плюс еще возможность задать мне вопрос. Сегодня я для вас приготовила деликатесное блюдо, тему под названием «Останови меня». Я наблюдаю в групповой динамике и на личном психоанализе, как тот механизм, который я сейчас буду описывать, разрушает судьбы людей. И я хочу сейчас его из глубины поднять в сознание, чтобы вы могли его учитывать в себе. Когда мы говорим о человеке, то нам надо не забыть, что кроме человека есть еще зверь. И многие люди не стали людьми. Они движутся к этому, но по сути своей они ближе к звериному, чем к человеческому. Все будет решать то решение, которое я приму. Я выберу, к чему мне стремиться. Потому что звериное, оно простое, оно рефлекторное, там все понятно, там ты живешь в мире имени себе и делаешь как лучше себе, не думая об окружающих. Ты доешь этот мир, как монголо-татарская ига, которая прибежала, ограбила, сожгла поля, изнасиловала женщин и убежала. Вот такое отношение у нашего внутреннего зверя к миру. Мы заботимся о нем не больше, чем мясник заботится о животном, о животных, которых он растит для того, чтобы потом сделать колбасу. Вот так нас интересует мир. И наш внутренний зверь, он часто вообще не выведен в сознание у людей, и они, например, не понимают. Я открыла ресторан, дела шли хорошо, а потом ресторан начал угасать. И я прогорел, потерял деньги. Вначале была прибыль, а потом нету. Как вы думаете, какое отношение к зверю имеет этот процесс? Наш внутренний зверь, он имеет тенденцию к ленности. Нам как будто хочется из зверя добежать уже до точки, где я смогу расслабиться и ничего не делать. Где я смогу почивать на лаврах. И у многих этот момент добежать куда-то, он связан с какой-то суммой денег, которые я заработаю. Или же с нахождением того самого человека, рядом с которым я смогу расслабиться, потому что я наконец-то смогу быть счастливым. То есть вот эта тенденция к ленности, в том числе, еще будут тенденции, но ленность, она свойственна нашей звериной натуре. Ну, вы видели хоть одну лошадь, которая сама бы впряглась в плуг и пахала поле? Я нет. Это делает с ней человек. Вот точно так же наш зверь. Он хочет пастись, спариваться, есть, спать и все. Наша звериная часть, она все время протестует против какого-либо принуждения. В частности, она протестует против дисциплины. Как только появляется дисциплина, или же надо аккуратно разговаривать, думать над каждым словом, все это звериная часть воспринимает как насилие над собой. Работать как насилие над собой, быть внимательным как насилие над собой, мыслить как насилие над собой, дисциплину как насилие над собой. Она хочет разлиться нефтяным пятном, заполнить мир собой, и желательно, чтобы этот мир давал что-то мне. Я наблюдаю на группах, как люди, которые только приходят,
И у нас уже на группах кто-то аналитик, кто-то клиент. Как человек в позиции аналитика или клиента, он внимателен, он дисциплинирован, он осознан, он вникает в детали, а потом наступает момент, когда у него уже что-то начинает получаться, и он с радостью перестает быть осознанным, с радостью перестает быть умным, с радостью перестает быть аккуратным в комментариях. Все, контроль можно снять, меня здесь признали, и я захватил здесь власть. Так часто клиенты делают с психологами, не только клиенты с психологами, а в отношениях. Когда человек приходит в какой-то коллектив, он стремится захватить власть так, чтобы можно было поменьше работать. То есть отношения выстраиваются на манипулятивности. И наш зверь, захватывая власть, он теряет интерес к тем, кого он уже себе подчинил. Они уже как а, обслуживающий персонал начинает им восприниматься, и человек становится менее внимательным, менее аккуратным в общении. Часто так бывает, когда люди начинают отношения, и все у них было полгода хорошо, ну, потому что оба старались, оба были внимательными, а потом зверю надоело притворяться не тем, кто он есть, и отношения начинают рушиться. Вот эти все претензии появляются, потому что все. Если я не эволюционировал до человека, то мой зверь возьмет свое. Он начнет требовать, чтобы другой подчинился, был таким, как надо. Люди не могут так развивать бизнес, быть последовательными в своих действиях. Они строят даже что-то, а потом как будто разрушают сами. Но на самом деле не разрушают, они перестают быть человеком. Они расслабляются и становятся зверем, и тогда все это рушится, потому что нужна дисциплина, нужно внимание, а для зверя это хомут, это унижение. Вот это стремление к вседозволенности, оно проявляется в эмоциональности. Когда, например, клиент приходит на сессию, он сдерживает свои эмоции, а потом, когда освоился, начинает эмоционировать, давить, скачать права и так далее, и так далее. То есть наш зверь, он все время находится с ушками на макушке, ожидая, когда уже можно будет. Уже можно будет не напрягаться, уже можно будет расслабиться, и уже можно будет наконец-то ничего не делать. Когда этого звериного много, но не выведено сознание, то личность скорее притворяется человеком, почти человек. Вся доброжелательность, она игра. Все внимание, даже когда вас спрашивают, как ваша жизнь, на самом деле это никого не интересует. Человек это делает только для того, чтобы взрыхлять почву, в которой он живет, заботиться о садике, где он разбил свою палатку. И мы ощущаем это, вот эту формальность и отсутствие глубины. То есть такие эмоции, эмоции высокого порядка, они как будто нам недоступны в звериной части. Мы там примитивные, рефлекторные, ограниченные. И избыточное количество звериного, оно всегда порождает эффективные вспышки злости. То есть человек так не злится, как зверь. Зверь злится с яростью. И когда звериного слишком много, ты можешь даже убить человека. Ну, ты злишься, ну что с ним делать? Убить. А мне хочется его убить. Видите, здесь нету ценностей общечеловеческих, и здесь нету надличностной цели. Человек мог бы убить, но он не убивает только потому, что его посадят. Это единственное, что его сдерживает. Многие люди мне говорят на сессиях, на группах про то, что они могут себя только страхом заставить что-то делать. Если я себя постоянно запугиваю, я постоянно себя заставляю что-то делать. Потому что если я не буду запугивать и заставлять, я ничего не буду делать. Это говорит о том, что слишком много зверя. Зверь, он не понимает аргументацию, заботу о будущем, эволюцию личности, развитие.
Это для него не аргументы. Он понимает это как кнут. И тогда по отношению к тебе надо становиться дрессировщиком, так хлыстом, напугать зверя. И когда у человека много звериного, он, вот если это ваш собеседник, он не будет понимать аргументов, и с ним надо быть жестким, и постоянно надо наблюдать за тем, чтобы тобой не манипулировали. Потому что звериное в нас, оно манипулирует. Оно все время хочет хитростью захватывать власть. У кого-то эта хитрость — это притвориться несчастной жертвой. У кого-то хитрость блистать и показывать, какая я прекрасная и веселая. Ну, у каждого рода, наверное, свой способ выживания, как у стаи. У стаи мышей, у стаи сов. Нет, совы стаями не живут, у стаи волков. Вообще мыши не живут стаями. Но гипотетически для нашего примера представим стаю мышей. То есть у каждой стаи есть какой-то свой способ выживания. Вот это звериное в нас, оно не позволяет нам развиваться, потому что у зверя потребности весьма примитивные. Ему не надо много, ему не надо умнеть. Ему достаточно вот что-то такое, и все. Это не значит, что когда много звериного, человек не добивается высот. Человек может забраться очень далеко, но его статус, он не будет нести ни стране, где он живет, ни коллективу, в котором он работает, ничего. Они будут дойными коровами. Он стремится к статусу только для того, чтобы больше получить. Там нету надличностной цели. Я наблюдаю за тем, как клиенты пытаются манипулировать мной, и, несомненно, я не все манипуляции верю. Бывает так, что ты с человеком работаешь, ты стараешься, но человек говорит: да я вообще с вами полностью был не согласен и терпел. Я просто кивал вам. Этот человек, он пришел получить свое, он пришел получить там жену или мужа. А вот эта эволюция личности, вот это зачем мне это? Ну ладно, я вас потерплю, если вы потом из-под стола достанете моего мужа или мою жену. То, что клиент манипулирует тобой, это видно по неразвитию. То есть человек приходит с какой-то там своей целью, и он тебя не слушает, он тебя просто терпит в надежде, что ты ему дашь желаемое. То есть развития нету. Тогда получается, что психоанализ или психотерапия — это такое, знаете, шоу. То есть личность не эволюционирует. Вот эти звериные качества, они зачастую не дают нам возможность создавать семьи. А если даже мы их создаем, мы их а, превращаем в ад. Мы не можем быть там счастливыми. Потому что в семье слишком много вседозволенности. Там уже можно не мармеладничать с супругом. Если супруг или супруга не выставляет жесткие границы, то зверь в любом случае раскирдыкнется и начнет быть во вседозволенности, эмоциональной распущенности. Именно поэтому я назвала видео «Остановите меня, потому что я сама не могу». Нужен кто-то, кто будет тормозить. Нужен кто-то, кого я буду бояться. Вот на работу я хожу, я боюсь начальника, я работаю. А если я буду работать на себя, мне некого будет бояться, я перестану работать. Вот этот бунт против дисциплины, против эволюции, это потребительское отношение к другим людям, она забирает человека вне возможности эволюционировать. Он не эволюционирует. Как уменьшать количество зверя? Ему надо проявление узнавать и не идти на поводу. Потому что если вы притворяетесь, если вы врете, если вы манипулируете, если вы живете за счет хитрости, то вы своего зверя не победите, потому что он раскормлен, он большой, он больше, чем человек.
от его власти невозможно будет избавиться. Это такое внутреннее принятие решения выбирать человечность. Несмотря на то, что никто не увидит. Никто ж в голове мне не слышит, как я облил грязью этих людей. Какие они дурачки. Никто же не заметил, что я так злилась, что еле зубы стискивала, чтобы сдержать. То есть человек врет сам себе и способен перехитрить сам себя. Он не разбирается с тем, что он внутри живет, как живет, а зверь по-прежнему крепкий, сильный и держит на поводке человека. Буду закругляться. Прорекламирую вам книжку. Покупайте первую книгу, скоро выйдет вторая на продолжение первой, так что успейте прочитать первую книгу. Пишите свои комментарии под видео, свои инсайты, а я с вами прощаюсь. До встречи.